Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим, какой подарок к концу ноября судьба приготовила для тебя. И давайте, я думаю, что в долгий ящик откладывать не будем. Сразу начну приглашать вас в проживание аркан. Но скажите мне, пожалуйста, вот в комментариях напишите, куда вы опоздали. Вот и серьезно. Я знаю, что вопрос с подвохом. Вот куда вы опоздали? В эзотерическую библиотеку? В марафоны от Ани? Проживание арканов старших или младших? Или в манифест? Вот напишите, куда вы проворонили попасть. Итак, и все, больше ничего не нужно, больше никуда. Так, давайте, я думаю, что начнем наш расклад. Итак, единички. Первый вопрос у нас: почему ты заслужила подарок? И это для сигнификации. Ну, знаешь, по карте тебя накрыло предательством, что аж на Луну, как говорится, выйти хотелось. Вот тот, кому ты верила пуще всех, да, больше всех, взял да и воткнул нож в спину. Да не просто так, а вот с чувством, как будто он специально плохой человек подгадал, чтобы больней был. И тут не какая-то мелкая пакость, нет, типа там забыл позвонить и прочее. Нет, тут настоящая измена или подстава, после которой ты вот как сказать, с разбитым сердцем сидела. Но вся фишка в том, что ты эту жопу не просто проглотила и скулила, ты ее переварила. Ты не стала мстить, не закрылась от всех, не спилась. Ты выплакала, обозлилась, но потом взяла и собрала себя по кусочкам. Это вот твоя упертость. То есть не сломаться, когда мир тебе доказывает, что доверять нельзя. Это и есть причина, почему судьба сейчас тебе подарок готова вручить. Ты доказала, что ты можешь выдержать любое дерьмо, извини меня за выражение, и не превратиться в циника. Не начала вот всех ненавидеть. И ты одна из миллиона. И я не побоюсь этого слова, потому что 99% и 999 миллионных все не могут переварить это. Это как экзамен на человечность. Пройти через ад и не стать чертом, извини меня за выражение. Вот за это тебе и отольется хорошим. Какой подарок судьба к концу ноября подготовила? Ну, знаешь, у тебя шанс появится на ноги встать. Причем, чтобы вот не просто выживать, да, а жить по-человечески. И речь про деньги. Не про случайную там, как сказать, денежку на асфальте, да, а вот про основательно. Или дело твое выстрелит. Или работа начнет кормить так тебя, что ты просто перестанешь считать копейки до зарплаты. И это не просто бабки, да, ну, деньги, а вот стабильность. Когда ты знаешь, что завтра ты не проснешься на нуле. А второй бонус — ты сама станешь железной леди. Не тот, который вот всех строит, вся такая недовольна, а тот, кто знает себе цену, знаешь, и спокойно свою линию гнет. Перестанешь сомневаться в каждом своем шаге. Прекратишь одобрение от этих всех полудурков, извини меня за выражение, ждать. Вот это вот твое новое умение. Как говорится, ходить по земле так, чтобы так, как будто она твоя. Вот это и будет главный подарок от судьбы. Ты почувствуешь, что ты хозяин своей жизни, а не вот этот вечный пассажир на заднем сиденье, который
едет бог знает куда. Почему этот подарок приходит именно сейчас? Ну, он, знаешь, потому что ты наконец научилась проблемами жонглировать. Не паниковать, а именно, вот жонглировать им. Раньше ты либо в ступор впадала при первых же трудностях, да, либо металась, как угорелая, пытаясь все везде успеть. И сейчас ты как вот этот циркач. Спокойно крутишь свои тарелочки на палках, да? Одна падает, ты ее подхватываешь и даже не вспотела. Ты перестала делать из каждой неудачи трагедию. Нашла ты свой ритм жизни. Не гонишься за всем сразу, но ты и не тормозишь. Еще один тут момент, ты начала фильтровать хлам. Перестала силы тратить на то, что тебе нахрен бы не упало. То есть на вот эти там пустые разговоры, на людей, которые энергию тянут, на дела, которые можно отложить. Вот это твое новое умение. Не рвать жопу, извини меня за выражение, а спокойно приоритеты расставлять. Это и есть причина, почему судьба решила, что ты готов. Если раньше ты, как говорится, в омут с головой кидалась или там боялась ножки замочить, то сейчас ты просто идешь по воде, как по этому, как его, по земле. Как ты проворонить можешь этот подарок? Ты его воронишь, если ты решишь, что пора на диване поваляться. Потому что это твое любимое. Все и так пойдет. Вот это оно тебя и подведет. Ты получишь шанс денежный, карьерный, да, и вместо того, чтобы шевелиться, ты начнешь ныть: «Ой, я устала, пусть само как-нибудь, у меня апатия, у меня депрессия». Или еще хуже, попытаешься сделать вид, что все идеально, пока реальность не разваливается. Например, там увидишь первые проблемы с деньгами, да, и глазки закроешь, и такая: авось рассосется. Не рассосется. Или хамство на новой работе будешь терпеть, потому что, ну, тут же платят хорошо, да? И еще у тебя вариант, что ты можешь в розовые сопли улететь. То есть вот все наладится, ты почувствуешь себя счастливой и просто перестанешь контролировать все. Начнешь верить, что все будет как по маслу. Перестанешь за деньгами следить, за отношениями следить, за здоровьем следить. И пока как дурочка будешь улыбаться, реальность тебе засунет подарок обратно в попу, извини меня за выражение. Не дай прошлым ошибкам повториться. Расслабляться нельзя, ты же у меня юный пират. Даже когда кажется, что все огонь, жопку свою не расслабляй. А то пристроится. Извини меня, пожалуйста, ну а как по-другому до тебя донести? Я вот смотрю, как вы смотрите расклады, и ни до кого не доходит. Теперь говорю на своем языке, меньше подбирая нужные слова. Давай перейдем ко второму варианту. Двоечки. Первая карта у нас сигнификация, почему ты заслужила подарок. Ну слушай, ты реально рвала себя в последний месяц, пытаясь не утонуть в своих же страхах. Слушай, все это время ты как вот слепая кошечка. Бродила по минному полю, бродила, чувствовала опасность, но ты не видела, где конкретно рванет. Тебе, то есть, кто-то втирал дичь, а ты велась, потому что привыкла людям не тем доверять. Из-за этого наделала кучу ошибок, вкладывалась в провальные проекты, слушала советы откровенных мудаков, игнорировала звоночки тревожные. Но при этом ты все равно не сдавалась, даже когда было охренеть как страшно.
ты тащила на себе этот воз дерьма, извини меня за выражение, хотя внутри постоянно сомневалась, а вдруг опять обожгусь. Вот за эту упоротость, за то, что ты не свернула, как говорится, в кусты, да, с дороги со своей, когда все вокруг рушилось, судьба тебя и решила наградить. Это не халява. Нет, это плата за твои нервы, за твои слезы, за твои сопли, которые ты пролила, пока пыталась разгрести вот эти авгиевы конюшни своей жизни. Подарок ты заслужила, потому что прошла через жопу, но ты не потеряла способность верить, что за углом что-то хорошее может быть. Короче, готовься к тому, что тебе, наконец, берут голову от унитаза. После долгого запоя неудач. Я про полную перезагрузку говорю. Причем полная перезагрузка твоего денежного положения, финансового положения. Вместе с резким поворотом и в личной жизни. Судьба, знаешь, она тебе не просто денег подкинет, а стабильный источник дохода. Типа что-то выгодного, контракта, неожиданной премии на работе, которая тебе просто позволит выдохнуть и не считать каждую копеечку. Но это только верхушечка. Ну, айсберга я имею в виду. Главная фишка в том, что ты закроешь старый долбанный этап, который тянул тебя на дно, как якорь. Понимаешь? То есть ты уволишься с работы, где тебя годами унижали, выкинешь на помойку отношения, которые давно в ад превратились. Переедешь из унылой квартиры. Подарок не будет вот этой красивой коробочкой с бантиком. Нет, это будет кувалда по твоим граблям. Вот ты по граблям привыкла же ходить, вот удар по граблям будет. А после того, как вот это все осядет, ты просто поймешь, что это лучший пинок под зад за последние 5 лет был. Почему именно сейчас подарок приходит? Ну, это закономерность, это не случайность. Потому что ты сама понимаешь, что своими действиями ты площадку расчистила. Понимаешь? Все, что ты делала последние полгода, а ты закрывала долги, рубила хвосты, прекращала общение токсично, как я тебе советовал, это и есть причина. Ты перестала метаться, как сказать, как в попе скипидар между вот этим «надо», «хочу» и так далее. Волю в кулак собрала и начала отказываться от того, что тебя убивает. И вот сейчас пазлик сложился. Ты почву приготовила, а Вселенная выдала тебе вот этот подарок в виде шанса начать с чистого листа. Плюс какой-то мужик еще. Он вынырнет из твоего прошлого и вот внезапно появится, чтобы перчинку в эту историю всю добавить. И тут нет случайной встречи, нет. Этот человек, он напрямую связан с твоим новым этапом. Он тебе или работу предложит, или втянет в авантюру, которая взлетит. И окажется в итоге тем самым мужиком, с которым ты перестанешь чувствовать себя одинокой. Но он появится не просто так, а потому что ты созрела для таких перемен. Нет тут, как сказать, подарочков в виде мешков с неба с золотом. Нет. Ты все сама своими соплями, кровью и потом заработала. Как проворонить можешь подарок? Ну, слушай, если продолжишь вести себя как вот белка в колесе, то все просрешь. Речь про твою вот эту привычку, знаешь, ты уворачиваешься от возможностей. Потому что у тебя как? Ой, мне надо подругам помочь, ой, у меня же там запланировано вот это, вот это, вот это. Когда тебе, я имею в виду, будет подарок этот идти. Понимаешь? Когда на себе сосредоточиться надо, ты, как обычно, если рванешь спасать всех подруг, друзей, знакомых, родню и так далее, то просрешь подарок. Вместо там, например, получишь выгодное предложение по работе, да, а вместо того, чтобы впахивать, ты с подружками в Турцию отдохнуть. Или познакомишься с классным мужиком, а потом потащишь его там
вот эти вот гулянки и так далее. И вот этого мужика вспугнут твои подружки, понимаешь? Мужика, с мужиком познакомишься, с подружками не знакомь. Ты слишком, знаешь, вот легко отвлекаешься на вот эту шелуху. Вечные подружки, хренушки, которые только и ноют, но ничего не меняют. Или у вас еще этот есть проект на троих, бизнес на троих, где потом все сливаются, а ответственность на тебе висит. И вот как раз если ты выберешь, я же обещала Ольге помочь с ее дурацким бизнесом по продаже там этих, как и называют, свечей. Вместо своего порыва, если это выберешь своей подружке Ольге помочь, да, то считай, что подарок твой уплыл. Вот ты помогай своей Ольге. Она будет денежки получать, а ты просто слушай ее нытье. Твоя слабость — это неумение говорить «нет» тем, кто тебя тянет назад под видом вот этой подружкиной дружбы. Нет подружек. Нет, нет и нет. Что ты со мной там не говори. Давайте перейдем к третьему варианту. Но троечки тоже умненькие. Почему ты подарок заслужил? Ну, знаешь, потому что ты из судьбы ее выбила лбом вот этот подарок. Ты перестала, наконец-то, юлить, как уж на сковородке, да, и вслух сказала, о чем молчала годами. Вот ты летом вломилась к тому мудаку с четкими аргументами. Выложила на стол все его косяки. Ты не просто наорала, нет. Ты четко по полочкам разложила, как он тебя годами использовал, факты привела, цифры, как говорится, даты и так далее. Даже его собственную переписку в качестве доказательства. Тогда ты не просто отношения порвала, нет. Ты выжгла эту херню напалмом, извини меня за выражение, чтобы даже намека не осталось. И это не был скандал ради скандала, нет. Ты сделала это вот с холодной головой, расчетливо, с дисциплиной. И вот эта жесткая ясность, она и отрезала тебе путь назад к его соплям, к его манипуляциям, к его пути-пути. Судьба просто заметила, как ты научилась правду говорить без дрожи в голосе. И теперь готова она компенсировать тебе вот эти годы твоего молчания. Ты не просто заслужила подарок, нет. Ты его выковала, как говорится, на своем характере. Когда перестала бояться резать вот этих, как сказать, эти гнойники, вместо того, чтобы их замазывать. Какой подарок к концу ноября? Ну, знаешь, это не айфон, нет, не букет цветов. Судьба, она шанс подкинет тебе разобраться с внутренним своим дурацким спором, который ты ведешь сама с собой уже полгода. Речь про ситуацию, вот, где ты никак не можешь выбрать между вот остаться в какашках, зато привычно, да, и рвануть в неизвестность, но без гарантий. Так вот, к ноябрю ты как раз и получишь момент полной тишины. Никакого рядом шума, никакого человека, просто ты и твои мозги. И вот в этой тишине ты просто услышишь свой собственный голос, не перекрытый вот этими советами никчемных подруг, которые ноют. Это будет как щелчок. Ты просто поймешь, какой из этих двух зол на самом деле не зло, а нормальный выход. И это не просто там инсайд, да, какой-то. Это будет готовый план. Куда идти, что делать, кого послать нахер. Главное, не проспи вот этот момент озарения. Потому что
Придет он не на вечеринке, не в офисе, а когда ты вот одна сидишь вечером на кухне и вот думаешь, без всякой вот этой музыки в ушах. Почему именно сейчас? А это спасательный круг. Потому что ты только что вылезла из самой вонючей драки в твоей жизни. Это про кредиты, которые ты взяла на эти Извиняюсь. Извиняюсь, бывает, проскакивает, но я же тоже человек, я же за тебя переживаю, я же живой. А ты взяла на этих, которые тебя семьей называют. Они 2 месяца назад устроили цирк с требованием денег, с угрозами, попытками выставить тебя прям дьяволом перед всей роднёй за то, что ты отказалась им там покупать чего-то. Вот ты тогда не только послала их лесом, но ты публично, как говорится, отвернулась. Именно после вот этого скандала, где ты не просто себя выстояла, а надрала им вот эти их задницы бессовестные. Судьба поэтому и решила, что пора. Ты доказала просто, что ты больше не та тряпочка, об которую ноги вытирать можно. А значит, судьба приняла решение, что ты готова получить что-то большее, без риска, что у тебя это отнимут. То есть вот этот адреналин и злость, который ты потратил на эту войну, они тебе путь очистили. Понимаешь? Как проворонить можешь. Знаешь, ты все профукаешь, если ты начнешь слушать вот этого своего мужчинку с пламенными речами. Вот, который у тебя в прошлом месяце пытался убедить тебя вложиться в его супербизнес, и он тебе вещает свою лапшу как мессия. Он снова объявится. Будет давить вот этим своим, как его, мачо-мен, как его называется-то, харизмой, сыпать красивыми тебе речами, картины твоего богатого будущего расписывать. Ой ты! Если ты купишься на его байки про там «нужна твоя помощь, я сам все сделаю», то ты через месяц проснешься с пустым кошельком и с его блокировкой в телефоне. То есть он тебя заблокирует и смоется. Вся фишка твоего подарка, она в том, чтобы, как сказать, чтобы принимать решения только из своей головы. Без советчиков, без подруг, без мужиков. Но этот мудак, он, знаешь, он будет уверенно нести чушь, что ты даже засомневаешься в собственном решении. Он тебя один раз уже уговорил, там, вот это не покупай, вот это, потому что будут мега-предложения, и что в итоге? Ты машину вон не купил, и сейчас они $1 миллиард стоят. Понимаешь? Он просто пользуется тобой. Сейчас он опять попытается влезть между тобой и твоим шансом. Не ведись на вот этот театр одного клоуна. Или как там, театр одного актера. Ну, я правильно первый раз сказал. Театр одного клоуна. И вот эти его дружеские якобы советы. Твоя задача вот глушить его голос, как фоновый шум. И себя только слушать. И деда слушай, я херни не посоветую. А если услышишь в голове его вот эти сладкие речи, то просто включай дурочку и гони его в шею. Говори, ничего не знаю, пошел ты нахер к деду в огороду, к деду в огород копать картошку. Конечно же, помни, что я всегда рядом.